Приветствую вас на канале Данил Прохождение игр. И сегодня я покажу вам, в какие игры можно поиграть, если у вас слабый компьютер. Но вначале хочу попросить тебя, дорогой друг, если ты еще не подписался на мой канал, то можешь сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые интересные видео, которые выходят на моем канале каждую неделю. А также оцени это видео, так ты поможешь в развитии моему каналу. Ну а мы продолжаем. С каждым годом системные требования у игр становятся все выше и выше. Поэтому часто игроки не успевают за ними своевременно менять железо на своих машинках. Однако незачем опускать руки и забрасывать свое увлечение. Ведь существуют десятки, если не сотни отличных игр, которые можно поиграть даже на слабом ПК. А некоторые, даже спустя годы, весьма презентабельны. Остальные же, несмотря на слабую графику, могут предложить уникальный геймплей. Нужно понимать, что слабый ПК – это понятие относительное, ведь к таковым некоторые могут отнести даже компьютер с процессором Intel Core i3 7100 и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. А ведь на такой системе можно запросто запустить большинство современных игрушек на минимальных и средних настройках. Мы же рассмотрим 3 конфигурации ПК, на которых показанные здесь игры можно поиграть. И первая конфигурация 2010-2012 годы, процессор Intel Core i5 или аналог от AMD, оперативная память 4 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 или AMD Radeon HD 7770. Вторая же конфигурация послабее 2007-2009 годы, процессор Intel Core 2 Duo 6600 или аналог от AMD, оперативная память 1 или 2 ГБ, видеокарта GeForce 8600 GT или ATI Radeon HD 4850. Ну и третья конфигурация – это все, что будет слабее или хуже вышеуказанных конфигураций ПК. Я думаю, с ПК мы уже разобрались. Теперь приступим к нашим играм. И первая игра, которая открывает наш список, это Assassin's Creed. Долгоиграющий сериал от компании Ubisoft, включающий в себя множество проектов. На второй, более слабой конфигурации ПК можно поиграть в первую часть Assassin's Creed, рассказывающую историю Альтаира, и в Assassin's Creed 2. Но вот Assassin's Creed 3 и 4 поиграть у вас получится только на первой конфигурации ПК. Данные игры представляют собой экшен с агрессивным стелсом, то есть при необходимости главный герой вполне может в одиночку уложить дюжину солдат. Эта серия подкупает своей атмосферой и возможностью погулять по городам предыдущих эпох. Следующая в нашем списке Call of Duty. Многими фанатами Call of Duty этот шутер считается лучшей частью серии. И не без основания. Эта игра, шутер, обладает настолько динамичным и выверенным геймплеем, что способна покорить сердца даже тех игроков, которые на дух не переносят игры данного жанра. Самая запоминающаяся миссия в Припяти еще долго будет восторгать вас своей невероятной постановкой и режиссурой. Сюжет же крутится вокруг борьбы американцев с террористической угрозой мирового масштаба. Позднее вышли продолжения игры, вторая и третья части. Однако они почти во всем проигрывают оригиналу, поэтому пройти их можно, но делать это совсем не обязательно. Half-Life и Half-Life 2. Half-Life является культовым научно-фантастическим шутером, рассказывающим удивительную историю молчаливого физика-ядерщика Гордона Фримена. Она произвела настоящую революцию в жанре, показав всем, что в шутерах также может быть интересный сюжет и проработанные персонажи. К тому же в ней отсутствовали видеозаставки, то есть игрок мог продолжить управлять героем во время диалогов или важных сюжетных событий. Хочу отметить, что если графика вам кажется уж слишком устаревшей, то вы можете поиграть в ремейк первой части под названием Black Mesa, который можно запросто запустить на первой и второй конфигурации. Half-Life 2 представляет собой прямое продолжение оригинала, которым игроки вновь берут под свое управление Фримена. Она заметно развила идеи первой части и принесла в серию немало нововведений. Например, гравипушку, с помощью которой можно поднимать и кидать различные объекты. В плане проработанности физического движка эта игра даже сейчас может
дать фору многим современным проектам. Советую вам обязательно потом сыграйте в эпизод 1 и 2. Сталкер Зов Припяти. Сталкер Зов Припяти — третий по счету аддон известной трилогии про постъядерный мир в зоне Чернобыльской АЭС, выполненного в стиле экшен и по сюжетной линии, являющейся продолжением Тени Чернобыля. Идеи Сталкер уходят с корнями в 2001 год. Первый мод, который вышел в 2007 году, покорил сердца миллионов поклонников. Мир Сталкер затягивает своей неповторимой атмосферой и сюжетной линией, постоянно развивающейся в трилогии. Многие энтузиасты и поклонники до сих пор выпускают для этой игры моды. Некоторые из них кардинально преображают и делают еще красивее и разнообразнее. Позднее были выпущены два крупных аддона, которые значительно расширили игровую вселенную Сталкер. Far Cry и Far Cry 3. Первая часть отличается от третьей, хоть и имеет с ней схожий сюжет. В ней главный герой, в роли которого выступает бравый наемник, оказывается на таинственном острове, в котором ему приходится столкнуться с опасными головорезами, ужасными монстрами, выведенными в лаборатории. В свое время игра сделала настоящую революцию в жанре, показав высокий уровень графики, избавившись от коридорных уровней. Вторая часть получилась слишком однообразной, а вот Far Cry 3 привнес глоток свежего воздуха в серию. В ней не только появились интересные миссии, например, сжигание наркотиков из огнемета, но также харизматичный злодей, невероятно красивая графика и возможность охоты на диких зверей. Правда, для этой части подойдет только первая конфигурация ПК. Мафия. Некоторые игроки называют эту игру клоном GTA, но я с таким мнением в корне не согласен, ведь она значительно отличается от GTA в плане стилистики и игрового процесса. Действие игры разворачивается в Нью-Йорке начала 20 века. Она рассказывает о жизни обычного таксиста, ставшего членом мафии, пытающегося вскарабкаться на верхушку преступного мира. Однако не ждите от нее легкого и слегка безумного сюжета, как в GTA. Это настоящая драма, которая надолго западет вам в сердце. Помимо прекрасной истории, мафия имеет увлекательный геймплей, базирующийся на езде по городу, сидя за рулем аутентичных авто, динамичных перестрелках, совершении краж, участие в гонках и других увлекательных действий. Привет, толстый ублюдок. Мне нужна информация. Что происходит? На нашей территории появилась банда шутников. Они портят жизнь порядочным людям. Они даже приставали к дочери Луиджи. Принц Персии. Уникальные приключения экшен, которые сочетают в себе отличные акробатические головоломки с увлекательной боевой системой. Первая часть больше похожа на сказку, а последние две становятся более мрачными и взрослыми. Однако все они обладают прекрасной атмосферой, покорившей сердца миллионов игроков по всему миру. Сначала песок, что питает их. Я могу освободить их от этого состояния живых мертвецов. Давай, прикончи его. Завершает наш список игр для слабых ПК игра GTA, одна из самых популярных игровых серий в мире, о которых слышали даже те, кто никогда не интересовались такими играми. Сюжетные линии некоторых частей могут показаться затянутыми, однако геймплей в них безупречен. Где еще вы можете перестрелять пешеходов, а затем покушать бургер в местной забегаловке? Поиграть в первые три части игры можно на любой из трех конфигураций, а вот для четвертой GTA подойдет только первая и вторая, на низких и средних настройках графики. GTA же 5 удастся запустить лишь на первой системе и только на минимальных настройках. Дорогой друг, если тебе понравилось мое видео и оно было для тебя полезным, поставь ему лайк, напиши комментарий, подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео, которые выходят на моем канале каждую неделю. Всем удачи, пока!